Всех приветствую! Сегодня у нас на связи главный тренер бойцовского клуба Сечь Про Вячеслав Сорокрет. Вячеслав, добрый вечер. Санкт-Петербургского, Санкт-Петербургского клуба. Санкт-Петербургского клуба, бойцовского клуба Сечь Про Вячеслав Сорокретов. Вячеслав, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый вечер всем. Сейчас, наверное, у вас в зале такая напряженная обстановка, потому что 10 мая в Санкт-Петербурге пройдет большой турнир ASA 186. Какая сейчас атмосфера в зале? Рабочая атмосфера. Мы сейчас приступили уже к стадии весосгонки, поэтому уже основные все интенсивные тренировки уже позади. Вот, поэтому сейчас ребята сегодня вот буквально тренировку сделали. Завтра тоже небольшая подводочка, и уже с понедельника приступаем уже к весосгонке. Потому что у нас два тяжеловеса, которые как бы не обременены этим. Это Карнилов с Масловым Александром. А остальным ребятам предстоит такая э, не самая приятная часть подготовки – это весогонка. Вашего клуба там много бойцов будет драться. Вам, как тренеру, тяжело, когда много бойцов выступает на одном турнире? Вам же их все секундировать еще надо. Ну, в каких-то моментах это может быть тяжело, но в плане подготовки это полегче, потому что количество ребят находится в лагере, интенсивной подготовке, проще организовывать спарринги, также подводку к боям гораздо проще, когда весь основной состав находится в подготовке. Поэтому в этом плане, конечно, попроще. Ну, а с точки зрения интенсивности для тренера да, это такой тяжелый отрезок. Давайте вот вкратце по боям пройдемся. Сейчас карту включу. В первом бою Михаил Егоров будет драться тоже с вашего зала. Он будет драться против Ахмеда Да, Миша. Магомадова. Ахмед– это дебютант лиги. Какие у вас ожидания от этого поединка? Ну, я думаю, основной аспект боя пройдет, конечно, в стойке, потому что Магомадов тоже тяготеет к сборке в стойке, и поэтому мы ожидаем хороший бой в ударной технике. Но последние бои Миши показали, что соперники охотно с ним в борьбу. Не все хотят с ним работать в стойке. Поэтому этот аспект боя тоже прорабатываем. Но яркое противостояние будет, хороший бой, как и весь карт, собственно. Второй бой по карду– это Богдан Путахин против Жаныбекова. Но, несмотря на то, что Богдан был дебютант именно в Лиге Исеи, это уже сложившийся, хоть и молодой и опытный спортсмен, показывает яркий поединок как в стойке, так и в борьбе. Может навязать поединок. Ожидания. Соперник тоже тяготеет к стойке, поэтому я думаю, тоже разборка будет яркая, ударная. Поэтому оба сбитые, оба мышечные. Поэтому даже визуально этот бой будет смотреться, конечно, хорошо. Ожидания, ну, я думаю, Богдану по силам через какое-то время попасть в топ-5 и даже через какое-то время претендовать на пояс Исеи, потому что, опять же, еще 24 года всего. Но за плечами уже большой багаж, и титулы есть, поэтому мы как бы верим в то, что Богдан уровень топ-5 ACA, как минимум. Дальше третий бой по карту получается тоже из вашего зала. Очень много бойцов там выступает с вашего клуба. Да, А, 8 человек у нас там, да. 8 аж. Айтылом Уминов против Исрапилова. Также какие ожидания? Во-первых, это реванш. Это как бы важный бой для Айтуло, для нас в целом, потому что на Янг Иглс они дрались. Айтуло еще был тогда сырой, он тогда еще не выступал за нас. Это, наверное, его крайний бой был. А, нет, это предпоследний бой был, когда он еще не был бойцом Сичи. Вот. Айтулова в ожидании, в предвкушении этого боя. Опять же, оба яркие ударники, поэтому, я думаю, будет очень яркое противостояние. Айтулова настроен на победу, потому что для него это важно не с точки зрения даже самой победы, а именно реванша, потому что э, для многих бойцов это важный момент. Тем более, если тот бой мы посмотрим, там очень было равное противостояние. Пропустил он там ногу, не совсем удачно, но в целом бой был тот тоже очень хороший. Богданов, Полокуин.
Ну, Ваня идет после тяжелого поражения, нокаутом он проиграл, опять же, тоже там где-то чуть-чуть подзаигрался, командюрничал чуть-чуть. Опять же, тоже это два ярких ударника, поэтому Ване будет важно закрыть свое поражение, победить досрочно, поэтому тоже будет очень яркое противостояние. Галочкин против Празероса. Галочкин, вот такой сильный боец. Тоже интересный бой получится, я думаю. Да, во-первых, мы с Мишелем должны были встретиться осенью, он тогда не сделал вес. А, В Петербурге мы тоже должны были сражаться. Вот, он не сделал вес. Большая подготовка на него была. После этого Женя отправился в Краснодаре. С Азамасом Мартиросяном победил. Поэтому, ну вот по новой возобновили подготовку, поэтому мы ожидали, что мы когда-нибудь встретимся с Мишелем, потому что тот вопрос был не закрыт. Надеюсь, сейчас он делает вес. И для нас тоже важный момент, потому что у Прогреша много боев в ACA. Он дался с топовым, побежал Гилберта Бернса, он дался с Рахмоновым, с Шавкатом, поэтому UFC, да? для нас, как для команды, для Жени, UFC, да, поэтому для Жени это будет важно показать себя вот на таком же уровне. Пусть он уже и возрастной спортсмен, но это невероятно опытный атлет, поэтому мы вот в предвкушении этого боя, мы тогда очень расстроились, что Жене не удалось с ним подраться, поэтому вот Лига Исей нам как бы дала возможность все-таки этот бой провести, поэтому мы надеемся, что Мишель сделает вес, и мы встретимся уже в октагоне в Санкт-Петербурге 10 мая. Уже основной карт. Александр Маслов против Юрия Федорова, если я кого-то не пропустил. А Нет, пропустил Шамилова. Шамилов тоже с вашего клуба, правильно? Да. Я не Руслан знаю тоже даже. классически дерется. Хирмагомедовым дерется он. Да. А, борьба Хирмагомедова. Она сможет что-то противопоставить Шамилову? Ага. Ну, Гамзат очень опытный спортсмен, очень много по Союзу выигрывал, то есть он разносторонний боец, он очень тактически хорошо ведет поединок, поэтому он, я думаю, захочет подключить свою борьбу. А, ну, готовились к этому аспекту, поэтому я думаю, тем более у них есть история своя, там Руслан с братом всего побеждал его брата, с Богданом они дрались по любителям еще на Союзе, поэтому тоже такое в какой-то мере принципиальное противостояние для Руслана. Хорошая была подготовка, поэтому я думаю, у Руслана есть все шансы, и мы верим в победу. Дальше основной карт. Александр Маслов против Юрия Федорова. Это второй бой, получается, у Маслова в Лиге ACA. И уже сразу основной Да. карт. Как так получилось? Ну, во-первых, я думаю, Александр сам очень харизматичный персонаж, боец, так фактурно очень выглядит. Для лиги это тоже как бы хорошая картинка. Плюс тяжеловесов и не так много, поэтому я думаю, это был такой, как этот, как, козырь в рукаве лиги, такого фактурного спортсмена поставить. Сам Федор тоже фактурно выглядит, поэтому с точки зрения картинки, с точки зрения того, что это тяжеловесы, ну, их было выгодно поставить в основной карте. Он же в ACA подписался, правильно, на несколько боев. Просто я видел анонс его подписания Э, в Лигу GFL. Ну, во-первых, нет, это сейчас бой тоже не контракт на один бой он подписывал, не подписывал долгосрочное соглашение. Но я думаю, если ты следишь за подписаниями GFL этой лиги, они подписали всех кого угодно, ни одного боя не провели. Ну и в целом, это какой-то, как сейчас модно говорить, скам-проект. Я думаю, они просто свою медийку прокачали за счет таких вот ребят, которые активно постили эти все подписания. Поэтому я думаю, там вряд ли эта лига проведет хотя бы один бой. Дальше, Поэтому Александр сейчас сфокусирован именно на ICA, да, поэтому я думаю, увидим его там еще не раз. дальше главное событие вечера. Кирилл Корнилов против Адама Богатырева. Какой сейчас настрой у Кирилла именно ментально? У них с Богатыревым напряженная обстановка такая. Да, Кирилл ментально всегда очень устойчивый спортсмен, он всегда классный спортсмен, поэтому ментально он устойчив, он прям такой настоящий спокойный тяжеловес. Я думаю, все это противостояние, оно как бы, как сказать, как, а, м, ну, как
флешбеки еще с того противостояния с Вахтанговым, потому что там Мухаммад как бы активно раскручивал этот бой, привлек очень большое внимание, и я думаю, они уже так по инерции с Богатыревым на этой волне пытаются следовать, чтобы и лиге придать медийки, и себе тоже, и в целом раскрутить бой, потому что, ну, у обоих это достаточно хорошо получается, они хорошо владеют языком, за этим интересно наблюдать. Я думаю, там никакого личного там прям сильного противостояния нету. Я думаю, они просто вот в рамках раскрутки боя. Плюс у них уже как бы реванш. Там Кирилл с какими-то моментами не согласен по тому бою, потому что были там травмы, но как бы это не оправдание. Вот, поэтому я думаю, они правильно поступают, что в таком формате пытаются раскрутить бой, не переходят там на какие-то личные оскорбления, но как бы, за этим интересно наблюдать, у них неплохо это получается. Я думаю, людям интересно наблюдать. Вот. А ментальное состояние у него хорошее, хорошая подготовка, поэтому он очень ждет этого боя, ему нужен реванш. А, Он понимает, что в случае победы он претендент на титул ICA. То есть это большой шаг вперед для него, поэтому он очень сфокусирован на этом бою. Мы с Адамом тоже выпуск записывали. Он думает, что Да, я видел. нокаутирует техническим нокаутом Кирилла. И думает, что до чемпионских раундов не дойдет, как в прошлый раз, как было в первом бою. Какой ваш Мгм. прогноз на этот поединок? Как думаете, как он сложится? Какой будет итог? Именно в каком раунде, каким способом? Понятно, что вы за Кирилла болеете. Мгм. Адам очень тоже высококлассный спортсмен с большим бэкграундом и в любительском спорте, и в профессиональных боях. То есть это интеллектуальный боец. То есть его легко так просто не получится удосрочить каким-нибудь шальным ударом. Поэтому я думаю, это бой в чемпионские раунды точно зайдет. Вот, либо это будет техническая победа нокаутом от Кирилла, там четвертый, пятый раунд, либо, скорее всего, я думаю, что это будет победа Кирилла по очкам. Потому что Адама очень тяжело нокаутировать, он хорошо дышит, хорошо чувствует дистанцию, поэтому он способен 5 раундов подраться. Вот, и нелегко его будет нокаутировать. Вячеслав, вы являетесь опытным тренером. Да. Можете, пожалуйста, рассказать свою историю прихода в тренерскую деятельность? Как все вот зародилось? Я бы не сказал, что я сильно опытный. В принципе, наверное, лет 10. Из них 5 лет я тренировал любителей. В основном начинал я с тренерства в бразильском джиу-джитсу. И все, чем я приходил как тренер по джиу-джитсу, помогал ребятам в подготовке в парке, работа у стены, технические вставания там, и так далее. Больше задействован в аспекте борцовском. Но у меня спортивный бэкграунд также и в ударной. Я боксом занимался немного, кандидат мастера спорта. Вот. И уже потом постепенно начал помогать ребятам и в каких-то ударных аспектах. И вот 2 года назад э, возглавил тренерский штаб. Вот. Поэтому так, все достаточно банально. Там какой-то яркой истории нету. Вы сами когда-то выступали? Может, по любви? Я по смешанным единоборствам я никогда не выступал. Я выступал по боксу, по тайскому боксу выступал, по кикбоксингу выступал, по джиу-джитсу много выступал, по грэпплингу, но именно опыта в смешанных единоборствах у меня нет, как спортсмена. У вас стаж в тренерской деятельности, получается, 10 лет, правильно? Да. Мгм. Ну, за это время, наверное, вы сталкивались со многими ситуациями, связанными с бойцами, когда они дрались, когда вы секундировали. Какой вот такой, самый вот такой вот запоминающийся момент вы можете сейчас вспомнить, именно когда боец дрался, и вы его секундировали? Да, я каждый раз переживаю очень сильно, я срываю каждый раз голос, потому что у нас редко бывает, когда на турнире один бой, поэтому, как правило, я всегда уже там через какое-то время уже без голоса, уже на нервах весь. Эмоционально очень переживаю, я показываю именно в процессе секундирования, но внутри все бурлит, кипит, м, поэтому всегда это такая логическая такая. Вот, да. Ну, я могу, например, вспомнить момент с Евгением Галочкиным в первом бою его в ACA, когда он дрался с иранцем, когда он получил еще бонус тогда за лучший сабмишн года. Вот тогда вот это, наверное, такие самые были переживания. Вряд ли он там что-то слышал, какие-то мои подсказки тогда.
Вот. Но тогда единственный вариант у него был сделать эту болевой на ногу, и он им воспользовался, не знаю, сам слышал, не слышал эти подсказки. Вот. Но выглядело так, что как будто бы слышал. После тяжелого нокдауна был, то есть это он так в состоянии гроги находился, поэтому, наверное, этот момент такой можно быть, самый яркий такой вот из. В году команда провела там 136 боев, и уже так в сознании уже все размывается. То есть у нас такой интенсив большой, мы постоянно ребята дерутся на всех турнирах, поэтому так, забываются какие-то моменты уже. В зале есть начинающие перспективные бойцы, которые показывают себя очень хорошо и на которых вы возлагаете большие надежды. Да, такие ребята к нам постоянно приходят. У нас на самом деле большой состав. Молодежь постоянно идет. Также с любительским бэкграундом. Ну, из таких, кто вот прямо можно быстро сейчас помнить, это вот, например, там Кирилл Кахленко у нас есть. 61 дерется. Вот. Такой яркий ударник, хороший кикбоксер, высокий, такой худощавый, я его называю как русский Санхейден, чем-то он похож на него. Вот. Там, пока он сейчас там, были поражения, такой раздельным надержанием проиграл, спорное, но в целом такой у него хороший шагами идет, я думаю, если его рано или поздно увидит. Также брат Жени Галочкина, у него брат Николай, да? не близнец, а двойняшки они, Николай, да, вот Николай, у меня тоже ассоциации с Дэмианом Майя, потому что мы очень много работаем со смены, много работаем у стены, поэтому у Коли тоже огромный потенциал. Он сейчас идет хорошими шагами, у него 8-1. Вот. 7 числа он будет драться на NWPA на турнире с аргентинцем, с хорошим. Поэтому вот я думаю, Коля тоже сейчас еще годик, и я думаю, тоже он в 7, в 66 будет прям хорошим. Для Мехди Байдулаева хороший будет соперник рано или поздно. Они вот чем-то схожи по поведению боя. Может быть, Мехди пока чуть получше. Но я думаю, это будет хороший проспект для Есеи. Тяжеловес у нас есть вот Алексей Голуб на 93 деревья, тоже 7 мая будет драться. Тоже перспективный боец, тоже вот у нас большие планы на него. Поэтому ребят много, слава богу, есть с кем работать.